А если я скажу, что твоя жизнь — это не случайность, а сценарий, уже записанный в невидимой библиотеке? Это хроники Акаши. Сегодня ты узнаешь, как туда попасть, что там можно увидеть и почему подключение к ним может изменить все. Хроники Акаши. Подключение к информационной матрице Вселенной. Что такое хроники Акаши и почему они привлекают внимание? Хроники Акаши представляют собой нематериальное информационное поле, содержащее абсолютно все знания о Вселенной, прошлом, настоящем и потенциальном будущем. Это своеобразная космическая библиотека, в которой записана вся история мироздания, каждой души и каждого события. Термин происходит от санскритского слова «акаша», обозначающего пространство или эфир, первичную субстанцию, из которой возникли все элементы Вселенной. В современном мире, где информация становится ключевым ресурсом, интерес к хроникам Акаши неуклонно растет. Люди, стремящиеся к глубинному самопознанию, духовному развитию и расширению сознания, обращаются к этому источнику в поисках ответов на фундаментальные вопросы своего существования. Однако многих останавливает кажущаяся сложность процесса подключения к хроникам. В этой статье мы детально рассмотрим механизмы доступа к этому информационному полю, практические методики подключения и способы интерпретации полученных сведений. История концепции хроник Акаши в различных культурах. Концепция хроник Акаши, хотя и получила свое название из индуистской традиции, существовала во многих древних культурах под разными наименованиями. В индуистской философии Акаша рассматривается как первый элемент, из которого рождаются остальные стихии. В этой традиции информационное поле описывается как вместилище всех событий, мыслей и эмоций, когда-либо существовавших. В древнеегипетской традиции подобная концепция присутствовала в виде зала записей, где бог тот записывал все события и деяния людей. Сгипетские жрецы, согласно историческим источникам, обладали практиками вхождения в особое состояние сознания для получения информации из этого зала. Древнегреческие философы говорили об эфире, субстанции, заполняющей космическое пространство и хранящей в себе всю информацию. Пифагорейцы и платоники разработали специальные техники для взаимодействия с этим информационным полем. В иудео-христианской традиции присутствует концепция книги жизни, в которой записаны все деяния людей. В каббалистической традиции существует понятие Акаша, сходное с индуистским. Современное понимание хроник Акаши во многом сформировалось благодаря работам теософов конца XIX – начала XX века, особенно Елены Блаватской и Рудольфа Штайнера. Штайнер, основатель антропософии, детально описал методики чтения акашических записей и представил это понятие западному миру. Научное обоснование, квантовая физика и теория информационного поля. Хотя традиционная наука долгое время скептически относилась к концепции хроник, современные достижения квантовой физики предлагают интересные параллели. Квантовая теория поля предполагает существование квантового вакуума, состояние с минимальной энергией, которое, тем не менее, не является пустым. Согласно этой теории, пространство заполнено виртуальными частицами, постоянно возникающими и исчезающими. Эта концепция перекликается с древними представлениями как о всепроникающем эфире. Теория нелокальности квантовых систем, подтвержденная множеством экспериментов, показывает, что квантово запутанные частицы мгновенно узнают о состоянии друг друга независимо от разделяющего их расстояния. Этот феномен Эйнштейн называл призрачным дальнодействием и не мог его объяснить в рамках классической физики. Голографическая модель Вселенной
предложенная физиком Дэвидом Бомом и нейрофизиологом Карлом Прибрамом, рассматривает реальность как голограмму, где каждая часть содержит информацию о целом. По этой модели вся информация о Вселенной может быть доступна из любой ее точки, что концептуально близко к идее хроник Акаши. Теория морфогенетических полей биолога Руперта Шелдрейка предполагает существование невидимых информационных структур, влияющих на форму и поведение организмов. Эти поля, по мнению Шелдрейка, содержат коллективную память видов и могут объяснить такие феномены, как коллективное бессознательное. Подготовка к подключению. Необходимые условия и настройки. Подключение к хроникам Акаши требует определенной подготовки и создания благоприятных условий как внешних, так и внутренних. Физическое пространство и время. Выбор места. Идеально подходит тихое, спокойное пространство, где вас не будут беспокоить. Природные локации, лес, берег водоема особенно благоприятны, но подойдет и специально обустроенное помещение. Очищение пространства. Используйте благовония, шалфей, сандал, ладан, звуковые инструменты, поющие чаши, колокольчики для создания гармоничной атмосферы. Время суток. Наиболее благоприятными считаются утренние часы между 4 и 6 часами и вечерние между 18 и 20 часами, когда граница между мирами становится тоньше. Фазы Луны. Полнолуние и новолуние усиливают энергетические потоки и могут способствовать более глубокому подключению. Внутренняя подготовка. Очищение тела. За 24-48 часов до практики рекомендуется легкое питание, преимущественно растительное. Исключите алкоголь, кофеин и тяжелую пищу. Медитативная практика. Регулярные медитации в течение нескольких недель перед попыткой подключения существенно повышают шансы на успех. Работа с энергетическими центрами. Особое внимание уделите чакрам Аджна, третий глаз, и Сахасрара, коронная, так как они являются основными каналами для получения информации из хроник. Настройка намерения. Четко сформулируйте цель вашего подключения. Абстрактное любопытство редко приводит к значимым результатам. Энергетическая защита. Создание защитного кокона. Визуализируйте сферу золотистого или белого света вокруг себя, которая пропускает только позитивные энергии. Призыв проводников. Обратитесь к своим духовным проводникам, хранителям хроник или высшим аспектам вашего сознания с просьбой о поддержке и защите. Использование символов. Определенные символы, например, ангх, пентаграмма, меркаба, могут служить энергетическими ключами и защитными знаками. Методика номер 1. Медитативное подключение через визуализацию. Медитативное подключение – наиболее распространенный и доступный для большинства людей метод доступа к хроникам Акаши. Эта техника основана на направленной визуализации и работе с образами. Пошаговая инструкция 1. Подготовительный этап. Примите удобное положение, предпочтительно сидя с прямой спиной. Выполните несколько глубоких вдохов и выдохов, с каждым выдохом отпуская напряжение. Сосредоточьтесь на области третьего глаза, центр лба, мягко направляя туда свое внимание. 2. Создание входа в хроники. Визуализируйте перед собой большие золотые или хрустальные врата, излучающие мягкое сияние. Представьте, как эти врата медленно открываются, приглашая вас войти. За вратами увидьте длинный коридор или лестницу, ведущую вверх, наполненную светом. 3. Путешествие к хранителям. Мысленно пройдите через врата и начните подниматься по лестнице или идти по коридору. По мере продвижения ощущайте, как ваше сознание расширяется, а восприятие становится более тонким. В конце пути представьте большой зал, напоминающий древнюю библиотеку, наполненный светящимися кристаллами, свитками или книгами.
4. Встреча с хранителем. В центре зала визуализируйте светящееся существо или фигуру. Это ваш персональный хранитель-хроник. Мысленно представьтесь и выразите свое намерение получить доступ к определенной информации. Будьте открыты к тому, что хранитель может появиться в неожиданном образе. Это может быть как человекоподобное существо, так и световая форма или символ. 5. Получение информации. После разрешения хранителя вы можете исследовать библиотеку и выбрать книгу, свиток или кристалл, содержащий нужную информацию. Информация может приходить в виде образов, символов, звуков, ощущений или непосредственного знания. Не пытайтесь анализировать получаемую информацию, просто наблюдайте и воспринимайте. 6. Завершение сеанса. Когда почувствуете, что получили достаточно информации, поблагодарите хранителя и библиотеку. Медленно вернитесь тем же путем через коридор или лестницу. Мягко вернитесь к осознанию своего физического тела и окружающего пространства. Рекомендации для усиления практики. Используйте кристаллы, способствующие ясновидению. Лабрадорит, аметист, лазурит. Добавьте фоновую медитативную музыку с частотой 528 Гц, частота любви, или 432 Гц, частота гармонии. Практикуйте регулярно, желательно в одно и то же время, чтобы установить стабильный канал связи. Методика номер 2. Подключение через осознанные сновидения. Осознанные сновидения представляют собой особую форму сна, в которой человек осознает, что спит, сохраняя при этом способность управлять содержанием сновидения. Этот метод считается одним из наиболее глубоких способов подключения к хроникам. Подготовка к практике. Ведение дневника сновидений. Записывайте все сны сразу после пробуждения. Это развивает память сновидений и способствует осознанности. Проверки реальности. Регулярно в течение дня задавайте себе вопрос «Не сплю ли я?», проводя простые тесты, например, попытка пройти рукой через твердую поверхность или наблюдение за часами, которые в сновидении часто показывают хаотичное время. Техника Wild. Ложитесь спать, сохраняя ясность сознания при переходе от бодрствования ко сну. Аффирмации перед сном. Повторяйте утверждения вроде «Я осознаю себя во сне и посещаю хроники Акаши». Процесс подключения. 1. Достижение осознанности во сне. Как только вы осознали, что находитесь в сновидении, сначала стабилизируйте его. Сфокусируйтесь на своих руках или на деталях окружающего пространства. Произнесите вслух свое намерение. 2. Создание портала. Визуализируйте дверь, портал или лестницу, ведущую к хроникам. Четко держите намерение о том, что за этим порталом находятся именно хроники, а не какое-либо другое пространство сновидения. 3. Вход и навигация. Пройдя через портал, вы можете оказаться в разнообразных пространствах, от традиционной библиотеки до футуристического информационного центра или природного святилища. Позвольте интуиции вести вас, не пытаясь рационально контролировать процесс. 4. Взаимодействие с информацией. В осознанном сновидении информация часто предстает в символической форме, которая может быть более насыщенной, чем при медитативном подключении. Обратите внимание на встречающихся существ или проводников. Они могут быть персонификацией определенных энергий или аспектов вас самих. 5. Возвращение и интеграция. Перед возвращением утвердите намерение запомнить полученную информацию. После пробуждения немедленно запишите все детали опыта. Проблемы и решения. Потеря осознанности. Если чувствуете, что теряете контроль над сновидением, начните вращаться вокруг своей оси в пространстве сна. Это помогает стабилизировать состояние. Сложность запоминания. Принимайте перед сном растительные добавки, способствующие улучшению памяти.
Гингго Билоба Бакапа. Нежелательные сущности. Создайте защитный символ или мантру, которую можно активировать в случае встречи с негативными энергиями. Методика номер 3. Активация доступа через энергетические практики. Энергетические практики направлены на очищение и гармонизацию энергетических центров, чакр и каналов, что создает оптимальные условия для подключения к информационному полю хроник Акаши. Предварительная работа с энергетикой. Очищение энергетических каналов. Практика пранаямы, дыхательные упражнения из йоги, для балансировки потоков праны. Техника чистка нади для очищения основных энергетических каналов Ида, Пингала и Сушумна. Активация высших чакр. Сосредоточение на аджна-чакре, третий глаз, с визуализацией индиго или фиолетового света. Визуализация открытия сахасрара чакры коронной в виде распускающегося тысячелепесткового лотоса. Повышение вибраций. Работа с мантрами, особенно Ом или Аум, которые гармонизируют вибрации тела и сознания. Техника тума, внутреннего огня, из тибетской традиции для повышения энергетического потенциала. Процесс подключения через энергетические центры. 1. Центрирование и заземление. Сядьте с прямой спиной, расслабьте тело. Представьте корни, растущие от основания позвоночника глубоко в землю. Почувствуйте восходящий поток энергии Земли, наполняющий ваше тело. Вторая активация энергетического канала. Визуализируйте светящийся канал, проходящий через центр вашего тела, от основания позвоночника до макушки головы. Начните дыхание через позвоночник. На вдохе представляйте, как энергия поднимается вверх по позвоночнику, на выдохе, как она распространяется по всему телу. Третье – открытие информационного портала. Сосредоточьтесь на области третьего глаза, представляя, как она начинает светиться и пульсировать. Визуализируйте, как из третьего глаза исходит луч света, формирующий перед вами портал в хронике Акаши. Одновременно представляйте, как коронная чакра раскрывается, подобно цветку, создавая канал связи с высшими измерениями. Четвертая настройка на вибрационную частоту хроник. Произнесите специальную мантру доступа. Я соединяюсь с энергией хроник Акаши здесь и сейчас. Или используйте санскритскую мантру Акаша Джнана Прапти, достижение знания Акаши. Настройтесь на высокочастотные вибрации, представляя, как ваше тело наполняется золотистым или фиолетовым светом. Пятое. Получение информации через энергетические центры. Информация может восприниматься через различные чакры. Визуальная, через третий глаз, слуховая, через горловую чакру, интуитивное знание, через коронную чакру. Оставайтесь в состоянии восприимчивости, не пытаясь форсировать процесс. 6. Завершение практики. Медленно закройте активированные центры, представляя, как они возвращаются к нормальному состоянию. Проведите заземление, представляя, как избыточная энергия уходит в землю. Выполните несколько глубоких вдохов и возвращайтесь к обычному состоянию сознания. Усиление практики. Используйте специальные массажные точки на голове, связанные с экстрасенсорным восприятием. Добавьте работу с мудрами, жестами, особенно джняна-мудрой, соединение большого и указательного пальцев, и акаши-мудрой, соединение больших пальцев и мизинцев. Экспериментируйте с биоакустическими частотами, бинауральные ритмы в диапазоне тета-волн 4-8 гектерадов для глубокой медитации. Как распознать подлинное подключение к хроникам Акаши? Одним из главных вопросов для практикующих является отличие истинного подключения от работы воображения или самовнушения. Существуют определенные признаки, указывающие на аутентичный опыт. Признаки подлинного подключения. 1. Необычная ясность и детализация информации. Вы воспринимаете детали, о которых не могли знать сознательно.
Информация обладает внутренней логикой и последовательностью, даже если противоречит вашим ожиданиям. Второе измененное восприятие времени. Субъективное ощущение, что за короткий период вы получили огромный объем информации. Чувство вневременности или одновременного присутствия в нескольких временных потоках. Третий. Физические и энергетические ощущения. Ощущение вибрации или пульсации в области третьего глаза или макушки головы. Чувство расширения сознания за пределы физического тела. Повышение температуры тела, особенно в верхней части головы. Четвертое – эмоциональное воздействие. Глубокое чувство узнавания или припоминания информации. Эмоциональный отклик, не соответствующий обычным реакциям на воображаемые сценарии. Ощущение благоговения или священного трепета. Пятое – верифицируемость информации. Полученные сведения могут быть проверены и подтверждены через независимые источники. Информация содержит элементы, о которых вы заведомо не могли знать. Как отличить от фантазии? Качество информации. Воображение обычно следует известным вам паттернам и стереотипам, тогда как информация из хроник может быть неожиданной и парадоксальной. Сопротивление анализу. При подлинном подключении попытки рационализации могут блокировать поток информации. Интенсивность опыта. Подлинное подключение часто оставляет глубокий след в сознании и может изменить ваше мировоззрение. Интерпретация полученной информации из хроник Акаши. Информация, полученная из хроник Акаши, часто приходит в символической форме, требующей корректной интерпретации. Этот процесс требует внимательности и способности отделять личные проекции от объективных сведений. Методы интерпретации. Первое. Непосредственное декодирование. Информация может приходить в виде прямого знания, не требующего перевода. Доверяйте первому впечатлению, не пытаясь рационализировать или подогнать его под ожидание. Вторая работа с символами. Создайте личный словарь символов, фиксируя их значение в вашем опыте. Обращайте внимание на повторяющиеся образы и их контекст. Используйте универсальные системы символов – Таро, Идзин, астрология – как вспомогательные инструменты. Третий – многоуровневый анализ. Рассматривайте полученную информацию на нескольких уровнях – буквальном, психологическом, энергетическом и духовном. Исследуйте связи между разными аспектами полученного опыта. Четвертое – ведение журнала. Записывайте все опыты подключения с максимальной детализацией. Отслеживайте совпадения и синхронии, связанные с полученной информацией. Периодически перечитывайте записи. Часто истинный смысл раскрывается спустя время. Распространенные ошибки интерпретации. Проекция желаний. Бессознательная тенденция видеть то, что хочется увидеть. Фильтрация через убеждения. Искажение информации под влиянием существующей системы верований. Излишняя рационализация. Попытка объяснить все логически, упуская интуитивные инсайты. Игнорирование неприятной информации. Избирательное внимание к комфортным сведениям. Этика работы с хрониками Акаши. Ответственность и границы. Подключение к хроникам Акаши накладывает определенную этическую ответственность на практикующего. Понимание этических принципов критически важно для безопасного и конструктивного использования этого источника знаний. Основные этические принципы. 1. Уважение к свободе воли. Не используйте полученную информацию для манипуляции другими людьми. Помните, что знание возможного будущего не отменяет свободу выбора. 2. Конфиденциальность. Если вы получаете информацию о других людях, соблюдайте строгую конфиденциальность. Не делитесь личными сведениями без прямого разрешения. 3. Чистота намерения. Регулярно проверяйте свои мотивы доступа к хроникам. Избегайте использования этого инструмента для удовлетворения любопытства или эго. 4. Ответственность за действия.
Информация из хроник не снимает с вас ответственности за принимаемые решения. Используйте полученные знания для служения высшему благу. 5. Уважение к процессу. Не форсируйте подключение при отсутствии внутренней готовности. Принимайте периоды информационной тишины как часть процесса. Границы доступа и допустимые запросы. Эволюционная готовность. Существуют уровни информации, доступ к которым открывается по мере духовного развития. Заблокированная информация. Некоторые сведения могут быть недоступны, если их получение может нарушить ваш жизненный путь. Кармические ограничения. Доступ к определенным сведениям может быть ограничен кармическими факторами. Преодоление сложностей и препятствий при работе с хрониками Акаши. На пути к успешному подключению к хроникам Акаши практикующие часто сталкиваются с различными трудностями. Понимание природы этих препятствий и методов их преодоления значительно повышает эффективность практики. Типичные проблемы и их решения. 1. Блокировка доступа из-за страха. Проблема. Подсознательный страх перед мощной энергией хроник или перед обнаружением неприятной информации. Решение. Постепенное увеличение времени контакта с энергией хроник. Практики проработки страхов. Установление ясного намерения о получении только той информации, которую вы готовы принять. 2. Перегрузка информацией. Проблема. Слишком интенсивный поток информации, который сложно переработать и интегрировать. Решение. Установление четких временных рамок для сеансов. Формулирование конкретных вопросов вместо общих запросов. Использование символических фильтров для регулирования интенсивности потока. 3. Трудности с интерпретацией символов. Проблема. Получение информации в непонятной символической форме. Решение. Регулярная практика работы с символами. Ведение словаря личных символов. Использование техник активного воображения для диалога с символами. Обращение к универсальным архетипическим значениям. 4. Вмешательство аналитического ума. Проблема. Постоянный внутренний диалог и аналитика, прерывающие поток информации. Решение. Практики остановки внутреннего диалога. Техника наблюдателя. Отстраненное наблюдение за мыслями без вовлечения. Предварительная глубокая медитация для успокоения ума. 5. Энергетическое истощение. Проблема. Чувство усталости, головокружения или пустоты после сеансов. Решение. Постепенное увеличение продолжительности практик. Энергетическое восстановление через контакт с природой. Специальные техники накопления праны. Сбалансированное питание с акцентом на продукты, повышающие энергетику. 6. Ложные проводники. Проблема. Контакт с сущностями, выдающими себя за хранителей хроник. Решение. Укрепление навыков развлечения энергий. Создание защитных ритуалов. Проверка получаемой информации на соответствие высшим этическим принципам. Работа с проверенными духовными наставниками. 7. Зависимость от подключений. Проблема. Формирование психологической зависимости от информации из хроник. Решение. Установление четкого расписания практик. Фокусирование на интеграции полученной информации в повседневную жизнь. Развитие самодостаточности в принятии решений. Практические советы для стабильного доступа. Постепенность и регулярность. Начинайте с коротких сессий, постепенно увеличивая их продолжительность. Поддерживайте регулярность практики. Физическая подготовка. Умеренная физическая активность и растяжка перед практикой улучшают циркуляцию энергии. Документирование процесса. Ведите детальный журнал опытов, отмечая условия, при которых удалось достичь наиболее глубокого подключения. Развитие сопутствующих навыков. Практика осознанности в повседневной жизни. Работа с энергией и интуицией вне сеансов.
Поддержка сообщества. Обмен опытом с другими практикующими может предоставить ценные инсайты и поддержку. Практические инструменты для усиления подключения. Различные вспомогательные инструменты и техники могут значительно усилить качество подключения к хроникам Акаши, особенно на начальных этапах практики. Кристаллы и минералы. Определенные кристаллы обладают свойствами, помогающими настроиться на вибрации хроник Акаши. Аметист усиливает интуицию и духовное восприятие, способствует глубокой медитации. Лабрадорит считается одним из наиболее мощных камней для доступа к хроникам, усиливает ясновидение. Апофилит создает энергетический мост между физическим и астральным планами. Фенакит усиливает восприятие высоких вибраций и связь с высшими измерениями. Селенит очищает энергетическое поле и облегчает доступ к глубинным уровням сознания. Методы работы с кристаллами. Размещение камней на соответствующих чакрах во время медитации. Лабрадорит на 3-м глазу, аметист на коронной чакре. Создание кристаллической сетки вокруг практикующего для формирования резонансного поля. Использование кристаллов в качестве фокусных точек для визуализации. Звуковые инструменты. Определенные звуковые вибрации могут создавать состояние сознания, благоприятные для подключения. Поющие чаши создают гармонические вибрации, синхронизирующие полушария мозга. Шаманские бубны, ритмичные удары с частотой 4-7 Гц способствуют вхождению в тета-состояние. Монотонные звуки природы, шум дождя, морских волн или леса может служить естественным фоном для медитации. Бинауральные ритмы. Специальные аудиозаписи, создающие эффект синхронизации мозговых волн. Ароматерапия. Определенные ароматы активируют участки мозга, связанные с интуицией и восприятием тонких энергий. Ладан. Традиционно используется для духовных практик. Помогает поднять вибрации. Сандал. Заземляет энергию и помогает сохранять присутствие в теле при высоких вибрациях. Мята. Очищает энергетическое поле и повышает ментальную ясность. Жасмин. Активирует интуитивное восприятие и усиливает психические способности. Шалфей. Очищает пространство от негативных энергий и сущностей. Мудры и физические практики. Определенные положения тела и рук создают энергетические контуры, способствующие доступу к хроникам. Гьян мудра. Соединение большого и указательного пальцев с выпрямленными остальными пальцами активирует интуитивное познание. Акаши. Мудра. Соединение больших пальцев и мизинцев с раскрытыми ладонями создает канал для доступа к акашическим записям. Позиции тела. Сидячая поза с прямым позвоночником, где копчик, макушка головы и точка между бровями образуют одну линию. Дыхательные техники. Сахаджа-пранаяма, естественное дыхание с осознанностью, и анулома-вилома, альтернативное дыхание через ноздри, уравновешивают энергетику. Интеграция информации из хроник Акаши в повседневную жизнь. Получение доступа к хроникам – это только начало пути. Истинная ценность этого опыта раскрывается при интеграции полученных знаний в повседневную жизнь. Практические способы применения полученной информации. 1. Личная трансформация. Используйте полученные инсайты для выявления ограничивающих убеждений и шаблонов. Применяйте техники прощения и отпускания кармических циклов, информацию о которых вы обнаружили в хрониках. Разрабатывайте личную программу развития на основе выявленных потенциалов. 2. Улучшение отношений. Понимание кармических связей помогает осознать истинную природу отношений с близкими. Применяйте знания о прошлых взаимодействиях для исцеления текущих конфликтов. Развивайте эмпатию и понимание мотивов других людей. 3. Принятие решений. Используйте доступ к хроникам для исследования потенциальных последствий важных решений.
Развивайте способность воспринимать многомерную перспективу в сложных ситуациях. Учитесь различать импульсивные желания от действий, соответствующих вашему высшему пути. 4. Творческая реализация. Черпайте вдохновение из хроник для художественного, музыкального или литературного творчества. Используйте полученные образы и символы в творческих проектах. Создавайте произведения, которые помогают другим соприкоснуться с высшими измерениями. 5. Духовное развитие. Интегрируйте информацию из хроник в вашу существующую духовную практику. Создавайте персональные ритуалы и медитации на основе полученных инсайтов. Развивайте служение другим, основанное на более глубоком понимании общечеловеческих процессов. Практические шаги для интеграции. Регулярная рефлексия. Выделяйте время для осмысления и анализа полученной информации. Постепенное внедрение. Начинайте с малых, но конкретных шагов по изменению поведения и восприятия. Синхронистичность. Обращайте внимание на совпадения и знаки в физическом мире, подтверждающие информацию из хроник. Циклический подход. Периодически возвращайтесь к одним и тем же вопросам в хрониках для отслеживания прогресса и получения новых уровней понимания. Продвинутые техники для опытных практиков. Для тех, кто уже имеет стабильный опыт подключения к хроникам Акаши, существуют продвинутые техники, позволяющие углубить и расширить практику. Групповое подключение и коллективный доступ. Синхронизированные медитации. Группа практикующих одновременно настраивается на доступ к хроникам, создавая усиленное энергетическое поле. Техника энергетического моста. Более опытные практики создают энергетический канал для облегчения доступа начинающим. Исследование групповой кармы. Специальные сессии для изучения коллективной кармы семей, организаций или сообществ. Работа с параллельными реальностями. Исследование альтернативных временных линий. Техники для доступа к информации о потенциальных вариантах развития событий. Квантовое целительство. Использование информации из хроник для гармонизации энергетического поля через выбор наиболее благоприятной вероятности. Интеграция мультивременного опыта. Практики для синтеза знаний из различных временных линий и воплощений. Работа с коллективным сознанием и архетипами. Доступ к планетарным архивам. Техники для подключения к информационным полям, содержащим историю Земли и человечества. Взаимодействие с архетипическими энергиями. Практики для сознательного привлечения архетипических сил для трансформации и творчества. Планетарное целительство. Работа с информацией из хроник для гармонизации коллективного поля. Техники прямого знания. Клэрсентиенс. Развитие способности получать информацию напрямую, минуя символические интерпретации. Акашическое письмо. Техника автоматического письма, при которой информация из хроник передается непосредственно через письменную форму. Голографическое восприятие. Практика одновременного восприятия многомерной информации без необходимости линейной обработки. Научно-практические исследования и эксперименты. Несмотря на эзотерическую природу хроник Акаши, современные исследователи предпринимают попытки изучения этого феномена с применением научных методов. Современные исследования. Нейрофизиологические исследования. Изучение мозговой активности во время заявленного доступа к хроникам с использованием ЭЭГ и МРТ показывает устойчивые паттерны тета-волн и активацию специфических участков мозга. Эксперименты с удаленным видением. Контролируемые исследования, в которых участники получают информацию о далеких объектах или событиях через подключение к информационному полю. Статистический анализ точности. Исследования, оценивающие точность информации, полученной через чтение хроник в сравнении с исторически подтвержденными фактами. Квантовые модели сознания.
Теоретические модели, объясняющие феномен доступа к хроникам через нелокальность квантовых систем и голографический принцип хранения информации. Практические эксперименты для самостоятельного проведения. Первое. Перекрестная верификация. Работа в паре с другим практикующим для получения информации об одном и том же событии с последующим сравнением результатов. Документирование совпадений и расхождений для выявления субъективных искажений. Вторая. Временные капсулы. Создание запечатанных предсказаний на основе информации из хроник с последующей проверкой. Использование специальных протоколов для минимизации субъективных интерпретаций. Третье. Двойное слепое тестирование. Проведение сеансов чтения хроник о людях или событиях, информация о которых заранее неизвестна практикующему. Привлечение независимого наблюдателя для оценки точности. Четвертое. Медитативные эксперименты с кристаллами. Сравнительный анализ результатов медитаций с различными кристаллами для оценки их эффективности. Измерение физиологических показателей, пульс, дыхание, КГР для объективной оценки глубины измененных состояний. Заключение. Путь к мастерству и ответственному использованию. Подключение к хроникам Акаши — это неоднократное мероприятие, а постоянно развивающаяся практика, требующая терпения, самодисциплины и этической осознанности. На этом пути важно помнить несколько ключевых принципов. Основные принципы для развития практики. 1. Постепенность и терпение. Развитие способности стабильного подключения может занять месяцы или годы. Каждый опыт, даже кажущийся неудачным, является ценным этапом обучения. Второй баланс между дисциплиной и естественностью. Регулярная практика создает необходимую основу, но чрезмерные усилия могут блокировать спонтанный поток. Найдите свой индивидуальный ритм работы с хрониками, учитывающий ваши циклы энергии. Третья — интеграция с другими практиками. Сочетайте работу с хрониками с другими формами духовного развития. Телесные практики, этическое самосовершенствование и служение другим создают гармоничный фундамент. Четвертое — развитие развлечения. Культивируйте способность отличать подлинные сигналы от проекции ума. Практикуйте нейтральное наблюдение без привязанности к конкретным результатам. Пятое. Ответственное отношение к информации. Помните о потенциальном влиянии информации из хроник на вас и окружающих. Всегда проверяйте полученные данные через призму здравого смысла и этических принципов. Перспективы дальнейшего развития. Коллективный доступ. Будущее практики связано с развитием методов группового подключения и коллективного исследования информационного поля. Интеграция с наукой. Углубление понимания нейрофизиологических механизмов доступа и разработка объективных методов верификации. Планетарное сознание. Использование доступа к хроникам для развития глобального осознания и гармонизации коллективных процессов. Практическое применение. Расширение использования информации из хроник в образовании, целительстве, бизнес-консультировании и других практических областях. Работа с хрониками Акаши — это не просто метод получения информации, но путь глубокой трансформации сознания. Открывая доступ к этому бесконечному информационному полю, мы не только расширяем свои познавательные возможности, но и принимаем на себя ответственность за мудрое использование полученных знаний. Часто задаваемые вопросы о подключении к хроникам Акаши. Что такое хроники Акаши и откуда произошло это понятие? Хроники Акаши представляют собой метафизическую концепцию всеобъемлющего информационного поля, содержащего все знания о прошлом, настоящем и будущем Вселенной. Термин происходит от санскритского слова «акаша», означающего эфир или пространство, первичную субстанцию, из которой формируются все элементы мироздания. В западный мир это понятие было введено теософами в конце XIX века,
особенно Еленой Блаватской и Рудольфом Штайнером. Существуют ли научные доказательства существования хроник Акаши? В традиционном научном понимании прямых доказательств существования хроник Акаши нет. Однако некоторые концепции современной квантовой физики, такие как нелокальность квантовых систем, квантовое поле нулевой точки и голографический принцип хранения информации, предлагают теоретические модели, которые могут объяснить подобные информационные структуры. Эти научные параллели остаются предметом исследований и дискуссий. Каждый ли человек может подключиться к хроникам? Теоретически, каждый человек обладает врожденной способностью подключаться к информационному полю хроник Акаши. Однако на практике эта способность требует развития через регулярную практику медитации, работу с энергетическими центрами и определенную этическую подготовку. Кроме того, существуют индивидуальные различия в предрасположенности к такому восприятию. Некоторые люди от природы более чувствительны к тонким энергиям. Как отличить реальное подключение к хроникам от работы воображения? Это один из наиболее важных вопросов в практике работы с хрониками. Основные признаки подлинного подключения включают необычайную ясность и детализацию информации, получение сведений, о которых вы заведомо не могли знать, особые энергетические ощущения в теле, вибрации, тепло, пульсация, эмоциональный отклик, отличающийся от обычных реакций на фантазии, и возможность проверки информации через независимые источники. Развитие развлечения – ключевой навык для практикующих. Существуют ли опасности при работе с хрониками Акаши? При ответственном подходе работа с хрониками Акаши безопасна. Однако существуют определенные риски. Энергетическое истощение при слишком частых или длительных практиках. Психологическое смешение реальностей при недостаточной заземленности. Возможность контакта с сложными проводниками при слабой энергетической защите. Психологическая зависимость от полученной информации. Эти риски можно минимизировать через постепенное развитие практики, соблюдение этических принципов и регулярное заземление. Как часто можно практиковать подключение к хроникам? Оптимальная частота индивидуальна и зависит от уровня энергетической подготовки, способности интегрировать полученную информацию и общего состояния здоровья. Для большинства начинающих рекомендуется практиковать не чаще 1-2 раз в неделю, постепенно увеличивая частоту по мере развития навыков. Важно прислушиваться к сигналам своего тела и психики. Чувство истощения или информационной перегрузки указывает на необходимость уменьшить интенсивность практики. Можно ли использовать информацию из хроник для предсказания будущего? Через хроники можно получить информацию о потенциальных вариантах развития событий, основанных на текущих энергетических потоках и вероятностях. Однако важно помнить, что будущее не является полностью предопределенным, оно постоянно формируется через наши выборы и действия. Поэтому предсказания из хроник следует рассматривать как потенциальные траектории, а не как абсолютно фиксированные события. Поставь лайк, если почувствовал зов. Возможно, это отклик твоей собственной хроники. Подписывайся и бей в колокол. Впереди мы раскроем еще глубже тайны Акаши. В следующем видео мы откроем продвинутый уровень практики. Метод «Зеркальный переход» для чтения прошлых жизней. Работа с фиолетовой сферой памяти. Настройка на хранителей. Акаши через звук 963 Гц. Энергетическая техника «Печать возвращения» для безопасного выхода из хроник. Это уровень для тех, кто готов не просто читать, но вспомнить себя во всей полноте времен. Если то, что мы создаем, звучит в твоей душе, стань частью потока. Даже символическая благодарность питает этот канал и дает нам силы творить еще глубже. Это священный круг обмена. Ты поддерживаешь, мы раскрываем, ты вспоминаешь.
Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании, чтобы внести вклад. Вместе мы открываем не просто архив. Мы пробуждаем живую запись души. Essay tumba oer eme miniamet. Ni indom white antie.